Всем привет! В этом видео поговорим о том, как обработать торец кожи хромового дубления, а точнее, как работать с красками для торцов, а в принципе обрабатывать можно таким образом любую кожу. Но в частности, очень много вопросов о том, как обработать торец кожи хромового дубления, и поэтому записываю данное видео. Значит, с кожей хромового дубления работаю очень редко, именно по той причине, что не могу добиться такого хорошего, качественного результата на торцах. Есть очень много интересных, красивых кож, с которыми хотелось бы поработать и сделать с них изделия, но именно обработка торцов останавливает. Способов достаточно много. То есть много мастеров вообще полируют хромку, допустим, средством токанолы, да? Вот, но, на мой взгляд, самый оптимальный вариант — это все же окрашивание специальными красками. Почему так? Пробовал я полировать и СМС клей использовать, и токанолы. В общем, во-первых, результат не получается тот, которого бы хотелось, да? Во-вторых, эти средства, они изначально не так заглаживают кожу из-за ее определенных свойств, не так заглаживают кожу, как, допустим, растишку, поэтому наносить это средство нужно несколько раз. Между нанесением нужно постоянно обрабатывать торец наждачкой, допустим, более крупной, потом мельче, 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 и на это уйдет очень-очень много времени. То есть, чтобы вы понимали, к примеру, изделие 4 стороны, каждую нужно обработать по несколько раз наждачкой, нанести это средство, заполировать. В общем, это просто уйма времени, которое можно потратить на что-то более полезное. И вдобавок, эти все средства, я знаю, еще полируют, допустим, восками. Эти все средства, они не дадут настолько устойчивое покрытие на торце к механическим повреждениям, чем специальные краски. Теперь, что касается краски. До этого я работал с красками Кендафарбен, потом Финиче. Финиче очень хорошо себе зарекомендовала, и многие мастера пользуются ей. Но заставила меня поискать новую краску. Вот эта вот кожа. Человек захотел полностью изделие в золоте, и нужно было обработать и торцы, соответствующие в золото. У большинства производителей просто нету краски, подходящей под эту кожу, поэтому я искал и нашел вот эту вот краску. Так и называется, Gold, то есть это итальянская краска Лоренц. Ничего, никаких отзывов я не читал, но на удивление эта краска дала очень хороший результат и очень быстро. И это еще одна причина записи сегодняшнего видео. Просто хочу поделиться с вами хорошим средством, о котором, в принципе, многие, может, и не знают. У этого производителя есть целая серия продуктов для окрашивания кожи, в том числе и торцов. Вот, поставщик прислал мне образцы. Это вообще дермантин, то есть, чтобы вы понимали, этой краской можно окрашивать не только натуральную кожу, но, допустим, какие-то ткани, синтетические материалы. Вот, это их палитра, расцветки. В общем, есть у них краска более жидкая, есть более густая. Я изначально купил густую, в принципе, она мне понравилась в работе. Покажу сегодня и ту, и ту. Значит, как и в принципе у любой другой краски, есть несколько вариантов нанесения, которые мастера применяют в работе. То есть мы можем сразу нанести краску, пользоваться только краской. Можем нанести сразу краску, допустим, первый слой обработать этой специальной станцией для термообработки. Вот, поставщики сказали, что эта краска, она поддается термообработке, то есть можем разгладить первый слой, да, и потом нанести следующий. Вот, можно наносить потом это все дело равнять наждачной бумагой, потом снова наносить. Способ, который мне больше всего подошел, и он, на мой взгляд, самый такой оперативный, может, мне, конечно, повезло, вот, не знаю. Значит, я наношу изначально праймер, это грунт. Из-за того, что он очень густой, не возникает посреди уреза вот эта впадинка, то есть получается у нас такое гладкое покрытие.
праймер еще хорошо проникает в торец и уже вот создает такую гладкую площадку для нанесения краски. И дальше мы наносим краску в один слой. В принципе, получалось у меня все нормально. Ну, сегодня еще раз проверим, убедимся в этом. Ну а теперь поэтапное нанесение. То есть это то, как делаю я. То есть есть, как уже сказал, несколько разных способов. Это как бы не инструкция применения, а просто мой способ, которым у меня получилось добиться более-менее нормального результата. Значит, изначально торец у нас уже зашлифован и ровный. Берем праймер, вот такой вот он цветом. Вот, как видите, такой густой, то есть он не растекается. Наношу вот такой вот специальная ручка, как бы приспособой. Можно наносить, допустим, там шилом как-то растягивать. Это все как бы на ваше усмотрение. Для меня это самый оперативный способ, и что я ценю во всей как бы работе, это главное оперативность, чтобы не тратить на все эти процедуры очень много времени. Вот. И наношу вот таким вот образом, то есть под углом. Здесь широкий торец. Вот сначала под углом в одну сторону, от центра, да. Потом переворачиваю. И то же самое делаю под углом в другую сторону, чтобы этот праймер у нас дошел до края. Вот, нанесли. Значит, почему вот так вот по всей плоскости не наношу, или, допустим, под вот таким вот углом? Выходит, что если по всей плоскости мы его, этот праймер, как бы получается, давим, он вылазит за края, пачкает изделие, и по центру его не остается. Вот. То же самое происходит, в принципе, если вот так вот наносим, то он может здесь где-то вылезть и испачкать. То есть самый оптимальный вариант работать этой ручкой вот так вот. Это под вот таким вот углом. С одной стороны и с другой стороны. Так, смотрите, еще есть у меня вот такие вот изделия. Делаю интересная кожа, как бы хромового дубления. Вот здесь два слоя на ременной, и получается тоже очень сложно на них обрабатывать изделия. Это, на мой взгляд, самый такой сложный торец из-за того, что есть вот здесь такая впадинка, да, и обычно, когда мы обрабатываем, допустим, краской или же другими какими-то грунтами там от других производителей, то они, получается, вот здесь стекают и скапливаются вот в этом месте. То есть еще покажу именно на таком изделии, как работает данный праймер. То есть у него очень маленькая текучесть. Но тоже надо приспосабливаться. Он прям вот так вот. Наносить желательно достаточно таким большим количеством, потому что часть его впитается. Вот, и уже не будет такого толстого слоя. Когда нанесли праймер, даем высохнуть. Сохнуть нужно там где-то дать полчаса, к примеру, но из-за того, что у каждого свои разные условия, лучше смотреть на торец. Вот если этот праймер стал уже таким полупрозрачным, не белесым вот таким, а полупрозрачным, значит уже он высох. Сушить, вот, не знаю, может кому будет полезно. Недавно приобрел такую приспособу, достаточно удобно. Здесь можно сушить разные высоты детали. И в принципе никуда там не нужно выкладывать, что-то другое придумывать. То есть все детали, они сохнут в таком вот вертикальном положении. И
сам праймер или краска, они более равномерно распределяются по торцу. Так, смотрим на торец. Как видите, в этом месте он уже такой более прозрачный. Здесь нанес, получается, чуть больше. Вообще желательно наносить более равномерно. Это я здесь как бы немножко поспешил. Поэтому вот в данном месте он уже такой более прозрачный. Здесь как бы еще белесый. Но он высох что здесь, что здесь. Получается, хорошо упитался и уже создал нам основу для нанесения краски. Краску на этот образец будем наносить вот такую. Очень такой яркий, насыщенный цвет. У меня, кстати, есть несколько образцов нитки от компании Macy. Вот, в принципе, где-то подобного оттенка. То есть еще какое-то изделие буду шить и покажу потом сочетание этой краски и ниток. Краску тоже нужно взболтать. Даже не взболтать, а перемешать. Я это уже сделал. Вот такой вот у нас цвет. Перемешивать там какой-то палочкой. И желательно не быстро, чтобы вот эти пузырьки не возникали. Наношу той же ручкой, только краска она более жидкая, поэтому здесь нужно брать такие небольшие порции. Вот. И в принципе наносить такими же движениями, как и сам праймер. Переворачиваем и с этой стороны. Вот, наносим. Бабочка тоже у нас в принципе высохла. Вроде бы никакой впадины вот между слоев нету. То есть все нормально. Наносим вот такую красочку. Нет у меня пока черной. И я еще хочу потом у поставщика поинтересоваться, возможно ли смешивать эти краски, чтобы добиваться какого-то своего, к примеру, оттенка. Потому что эта бабочка, она на самом деле не черная, а такая очень темно-темно-бордовая. И было бы, в принципе, интересно покрыть торец именно в цвет. Краска чуть гуще, чем предыдущая. То есть можно заметить, что я ничем не полирую, не зачищаю наждачкой. Просто вот как нанесли, так в принципе и оставляю торец. Если есть какие-то, к примеру, выступы, там неровности, это все еще предварительно перед нанесением там краски вот, можно все снять наждачкой. То есть после того, как праймер высох, его нужно еще доработать наждачкой. У меня как бы все получилось вроде бы нормально, то есть не нужно ничего дополнительно делать. Сохнуть краски даем до того состояния, когда она станет уже более матовой. То есть сейчас вот она с таким глянцем, то есть блестит. Когда она станет матовой, значит она уже высохла. Но тоже нужно где-то там полчаса для ее высыхания. Высыхание у нас получается такой матовый гладкий торец. В принципе, он уже пригоден к использованию. То есть если у вас устраивает результат, допустим, то уже ничего не нужно делать, так и оставляем. Если, допустим, там нужно что-то вам поравнять, к примеру, можно еще раз там пройти наждачкой, немножко еще выровнять и потом еще нанести один слой. Но в принципе мне такого результата вполне достаточно. Ну, по сравнению с тем, что у меня вот было раньше там с кендой, вот, то результат, конечно, намного лучше и намного быстрее. То есть он более качественнее получается. И такого результата намного быстрее достичь. То же самое выходит на вот 4 слоях кожи. Можно видеть. Кстати, этот образец я чуть-чуть переделал.
как бы по новой повторил операции, потому что он чуть-чуть там передвигал и коцнул. Так что то же самое все проделал, 2 операции, нанес праймер и сверху краску. И видим результат. В общем, если вас устраивает этот результат, то его так и оставляем. Матовый, да. Если же нужен глянец, глянцевый торец, то у этого производителя есть еще лак для торцов. Это на самом деле достаточно такое универсальное средство. Оно подходит не только для этой краски. Им можно покрывать, допустим, краски там от Финичи, от Киндофарбен. И еще, как мне сказали, это средство применяют для восстановления лаковых покрытий. То есть даже на лицевую поверхность его можно наносить. Таких экспериментов я еще не ставил. То есть, возможно, в дальнейшем еще немножко расскажу о данном средстве. А в этом видео просто покажу, как данный лак влияет на такую вот матовую краску, какой эффект от него. Значит, покрою только этот образец, потому что бабочку я потом еще доработаю со всех сторон и покажу в следующем видео. Так, смотрим. Ну, в принципе, наносим так же, как и до этого. Лак очень жидкий. Может, какие-то другие способы знаете, как и можно нанести. Я, в принципе, так вот приспособился. Оставлю немножко матовой краски для сравнения, чтобы было понятно, какой лак дает результат. Не хочу долго ждать, чтобы высох этот лак на нашем образце. Покажу, у меня уже есть вот окрашенный торец красный с покрытием лаком, да. То есть можно сравнить, что эта вот краска, она матовая. После нанесения лака она становится более такой какой-то насыщенной, блестящей. Может, не под каждую кожу подойдет, но, допустим, для кожи с лаковым покрытием вообще идеально. То есть однозначно на этой бабочке я буду наносить еще лак. Это тоже, кстати, вот, кожа хромового дубления, склеена на 2 слоя, и получился торец такой. Что касается устойчивости там к изгибам, сейчас покажу. Это золото, которое я применял на заказном прижиме для денег. В общем, смотрите. То есть краска нигде не трескается, не сминается, ничего с ней не происходит. То есть покрытие как было, так и остается гладким, ровным. Вот ничего с ним не происходит. На этой коже то же самое. Ну вот если, допустим, мы кошелек так покрыли, и вот он в закрытом состоянии, то в принципе на изгибе вообще ничего нету. Никаких трещин, ничего не появляется. Ну а со временем уже, конечно, будет видно, как поведет себя данная краска. То есть сделаю несколько изделий, нужно будет тестировать. Но пока как бы все меня устраивает. Наносить намного проще, чем другие подобные средства. Намного быстрее получается и более качественно. На этом обзор данной краски я закончил. В принципе, если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Или же можете написать сразу поставщикам. Я в описании оставлю ссылку на их магазин. А следующее видео я запишу в таком вот эффекте. Есть у них еще средство, которое создает эффект трещин на торцах. Мне этот эффект очень нравится, хотя делал опрос в соцсетях, и ну, как бы не все заценили, то есть такое 50 на 50, кому-то нравится, кому-то нет. Мне как бы нравится очень. То есть получается интересно, особенно если торец прокрашен снизу какой-то яркой краской, то через эти трещинки просматриваются и выходит
очень красиво. Так что в следующем видео покажу, как можно достичь такого вот эффекта. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.